Знаете, во многих странах автомобиль даже через год после дебюта считается свежачком. Но в Китае все работает по-другому. Там, если модель вышла 1,5 года назад, это уже почти раритет. Вот и Geely Baiul L, который мы знаем как Atlas, появился на родине еще в середине 2022-го. И китайцы уже считают его вчерашним днем. А значит, пора что-то менять. И вот 13 мая выходит обновленный кроссовер. Причем не просто с новыми фарами и решеткой, а с таким масштабом изменений, что Geely честно говорит: ребята, это не рестайлинг, это целое новое поколение, 4-е по счету. Правда, база у кроссовера осталась прежней, платформа CMA та же, что и у 3-го поколения. Китайцы не просто слегка изменили свой кроссовер, они реально прокачали его и заехали в сегмент повыше. Внешность полностью измененная, салон заметно стал премиальнее, а технологии вообще на голову выше того, что мы привыкли видеть в обычных кроссоверах. На родине модель вышла сразу в 5 комплектациях, и базовая версия стартует примерно от $14 тысяч. Причем сейчас есть временная акция, можно сэкономить почти 1 тысячу. Но самое интересное, новая генерация вышла даже дешевле предыдущей, в базе на $2000, а топовая версия почти на 3, и это без всяких скидок. Давайте разберемся, чем эта новая генерация порадует и чего от нее ждать. Внешне 4-й Geely Atlas выглядит проще, чем дорестайлинговая версия, но в этом и фишка. Обновленный кроссовер вобрал в себя свежую фирменную философию дизайна под названием «Дыхание гор и рек». Первое, что цепляет взгляд – огромная радиаторная решетка, но теперь не с привычными горизонтальными пластинами, а с вертикальными прутьями, словно водопад, щедро украшенный хромом. Но самое интересное – светотехника. Забудьте про клыки и всякие космические блоки фар, встроенные в решетку. Теперь простая, но мощная оптика, способная светить аж на 184 метра – это уровень флагманов, не иначе. А над решеткой красуется сплошная светодиодная полоса длиной 2,4 метра. Можно сказать, что новое лицо кроссовера Atlas – это своеобразный откат от моды. В ответ на все эти космические одиссеи, в которые углубился китайский автопром и заразил этим трендом даже старых гигантов. Тут все проще, понятнее и вместе с тем эффектно. Плюс обновили бамперы, а у задних фонарей теперь начинка из 190 светодиодов, эффектно и ярко. Кузов стал более обтекаемым и подтянутым, с классическими ручками, четкой подоконной линией по бокам и стильными многоспецевыми дисками от 18 до 20 дюймов. В общем, Geely сделали ставку на сдержанность и элегантность, но не забыли про эффектность. В палитре кроссовера 5 цветов на любой вкус – зеленый, синий, серебристый и, конечно, универсальная классика, которая всегда в моде – белый и черный. Размеры кузова у нового кроссовера слегка подросли, теперь длина 4730 мм, ширина 1910, а высота 1710. Колесная база тоже немножко прибавила, теперь 2785 мм. В цифрах это значит, что кроссовер стал на 6 см длиннее, чуть шире на 1 см и на пару миллиметров выше. Колесная база прибавила всего 8 мм. Дорожный просвет в новых данных не заявлен, но, скорее всего, остался на уровне прошлой версии, те же 215 мм, что для кроссовера вполне достойно. По весу почти без изменений, от 1570 до 1645 кг, в зависимости от комплектации, а грузоподъемность осталась около 500 кг. Подвеска у этой машины осталась без сюрпризов, классика жанра. Спереди стоит независимая подвеска типа Макферсон, сзади тоже независимая, но уже многорычажная. А вот под капотом никаких сюрпризов, все по-старому. В Китае новый Atlas по-прежнему предлагается с 2 турбомоторами, либо 1,5 литра на 181 лошадку и 290 ньютон-метра, либо 2-литровый на 218 сил и 325 ньютон-метра. Оба двигателя идут в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом и исключительно с передним приводом. Но не торопитесь расстраиваться, особенно если вы из тех, кто без полного привода даже на парковку не заезжает.
В предыдущем поколении, которое шло на экспорт под именем Atlas, была версия с 2-литровым мотором на 200 сил, классический 8-ступенчатый автомат и полный привод с муфтой на задней оси. В Китае такую комплектацию не продают, но на внешние рынки – пожалуйста. Так что надежда есть. Вполне возможно, что и у нового Atlas для экспортных рынков будет не только передний, но и полный привод. Теперь давайте про самое интересное – как он едет и какой расход топлива. Если выберете версию с 2-литровым мотором, то разгон до сотни у вас займет 7,4 секунды, а по максималке 215 км в час. А вот версия с мотором 1,5 литра поскромнее 195 км в час максималки. Зато по расходу поэкономичнее. Официально 6,9 литра на сотню, у 2-литрового 7,7. В целом очень даже бодро, особенно если учесть, что бак у Атласа на 54 литра. То есть можно проехать под 700 км без дозаправки, если не жать тапок в пол. Новый Atlas построен на обновленной платформе CMA с электроникой GEA 3.0 и облачной системой искусственного интеллекта Star AI. Машина учится и адаптируется под водителя, постоянно улучшая управление. Система работает с гигабитной скоростью, что снизило количество сбоев и повысило плавность езды. Авто прошло 1 000 000 километров тестов, со слов представителей компании. Благодаря цифровой системе AI Drive искусственный интеллект оптимизирует работу коробки, климата и двигателя под ваши привычки. А за состоянием авто следит система, называемой компанией «Облачный доктор», определяет более 300 возможных неисправностей. Внутри новый Atlas делает ставку на умный престиж. Тут все не просто красиво, а реально технологично и продуманно. Интерьер доступен в 2 цветовых вариантах – янтарно-золотой и трюфельно-серый. Центр внимания – огромный горизонтальный 15- и 4-дюймовый дисплей с суперчетким разрешением 2,5К. Панель приборов сделана максимально лаконично, полностью цифровая на 10 дюймов. Над ней огромный 25- и 6-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью. А чтобы все это чудо работало как часы, внутри стоит операционка Flyme Auto от Meizu. Она базируется на новом процессоре, который в 2 раза мощнее Qualcomm 8155, особенно в задачах с искусственным интеллектом. Уже в самой простой комплектации нового Atlas уже есть круговой обзор и LED-фары, и панорамный люк, цифровая приборная панель, климат-контроль, камера заднего вида и обычный круиз-контроль. Все, что нужно для комфортной езды. Еще в списке 6 динамиков, беспроводная зарядка и голосовое управление с поддержкой искусственного интеллекта. А если перейти к комплектациям повыше, то появляются камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор. В дорогих версиях там уже стоит аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая динамики прямо в подголовниках водителя. Звук будет как в концертном зале. Есть даже выдвигающиеся из козырьков стекла, защищают от ультрафиолета. В Geely их называют солнцезащитными очками. Окружающее освещение салона, проекционный дисплей, беспроводная зарядка с охлаждением для телефона. Передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Плюс у пассажира есть откидная подставка для ног. Электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. А теперь давайте заглянем в багажник, ведь для кроссовера это чуть ли не святое. Тут сразу радует цифра – 650 литров полезного объема. Под полом спрятан дополнительный отсек – целых 67 литров. А если разложить задний ряд сидений, то багажник превращается в настоящий грузовой отсек – 1610 литров. В общем, с практичностью у новой модели полный порядок. Свеженький Geely Atlas удивил ценой в Китае. За новинку просят от 14 до 17 600 долларов. Причем, внимание, топовые версии с двигателями 1,5 и 2 литра стоят одинаково. А вот дорестайлинговая версия стоит дороже – от 16 до 20 800 долларов. Но не все так просто. Старый Atlas, хоть и дороже, но по части оснащения он побогаче и больше опций.
В мире компактных китайских кроссоверов сейчас настоящая война за место под солнцем. Geely не новичок в этой тусовке, но после обновления у них в руках целый набор крутых фишек, адекватная цена, стиль, технологии и умные решения – все в одном флаконе. Новый Atlas – это четкий ответ на запросы современных городских водителей. Красиво, технологично, умно – вот что важно сегодня. Если Geely не сдаст позиции и не даст конкурентам слишком сильно давить на ценник, то этот Atlas реально может стать хитовой машиной, которая долго не выйдет из моды. В общем, следим за развитием событий, обещает быть интересно. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.